У меня была однажды такая история. Ко мне приехала женщина, которая была из Франции. Ее туда забрали дети. Вы должны знать, что дети ее переехали. Это девочка и мальчик. Они все сняли двухкомнатную такую квартиру в Париже. Девочка эта у них была на иждивении. Потому что это мама, ей необходимо было выучить язык, на то время ей было 51 год. И они ее забрали из глубинки, по-моему, даже Тюмени или Тюменской области, или даже Хмао где-то. И она, когда приехала ко мне на морской курс в Египет, то она мне говорит: Андрей Андреевич, да у нас во Франции невозможно устроиться на работу, да у нас во Франции нету такого, да у нас во Франции нужно много документов, да у нас во Франции нужно еще что-то. Я говорю: скажите, а кто сформировал ваше мнение? Она говорит: ну, телевидение, еще что-то. Я хочу вам сказать, что у нас есть в нашем психологическом, физическом и, в общем-то, жизненном типе определенный механизм. Это механизм, который называется самоподдержки, саморегенерации и самовнушения, из которого состоит наш магнит формирования событий в окружающем мире. То, что человек считает правдой для себя, то, что человек считает экспертностью для себя, и то, что человек считает для себя каноном, закономерностью, это все является его стержнем внутреннего мира создания. Вот. Его стержнем внутреннего мира создания. Я не знаю, как попадают в человека эти деструктивные программы. Такие деструктивные программы, они, видимо, формируются. Они формируются и складываются для человека незаметно. Допустим, если я буду постоянно смотреть новости, то даже если я на территории Российской Федерации, допустим, то даже если я обожаю, допустим, Украину, у меня живут родственники в Украине, но самое удобное время для просматривания информации по телевизору или там где-либо это вечернее время, а самые раскручиваемые программы это, допустим, вечерние встречи с, не помню имя, с Соловьевым, где основная задача или основной красной линией идет необоснованное оскорбление Украины, необоснованное оскорбление украинцев, необоснованное оскорбление власти. Ну, если посмотреть на украинское, допустим, телевидение, то там тоже есть программы, где есть необоснованное оскорбление конкретно президента или конкретно там каких-то там отношений в социуме между людьми и так далее. Хотя я могу сказать, что это не является основной задачей для народа, который проживает на территории России, так как основная задача народа на территории России и территории Украины является повышение пенсии социального пакета для людей, которые там проживают. То есть, если пенсионеры получают так мало, зачем говорить об Украине? Если пенсионеры так мало получают, зачем говорить о языке? Если пенсионеры так мало получают, зачем говорить друг о друге, о том, что кто-то кого-то уволил, кто-то подлец? Это все теряет смысл, меркнет перед глазами. Ну и вот к чему это говорю? Такая информация, она независимо от того, хочет человек или нет, внедряется в наше сознание, внедряется в наш стержень восприятия и формирует деструктивные программы, когда мы говорим: да, я с этим согласен. Да, я с этим согласен. И человек думает, что то, что ему навязали, является исключительно его мнением. На самом деле это профессионально внедренная манипуляция, которая была внедрена специально для того, чтобы у человека сформировать или заставить его быть в определенной модели поведения в своем социальном обществе или на своем социальном уровне. К чему это все? Вот смотрите.
Вы, когда разговариваете с кем-либо, вы часто говорите, что скажут другие. Скажите себе, я разрушаю программу о том, что говорят другие обо мне все равно. Вот я не доверяю больше программе, что ни у кого не получается зарабатывать. Я не доверяю больше программе, что всем вокруг плохо. Я не доверяю программе, что русские или украинцы плохие. Я не доверяю больше программе о том, что все женщины вредны. Я не доверяю программе о том, что женщины ищут только богатых мужчин. Я не доверяю, что все мужчины тупые олени. Я не доверяю, допустим, программе о том, что я никому не нравлюсь. Я не доверяю программе, что я не нужна мужчинам. Я не доверяю программе, что я никому не нравлюсь. И вы должны обнаружить для себя программы, которые вам мешают. Я не доверяю программе, что невозможно зарабатывать в том месте, где я живу. Я не доверяю программе, что невозможно предпринимать какие-либо действия. Вы должны проявить свое недоверие к вот этим деструктивным программам ваших ограничений.